Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать, как плести вот такой вот саквояжик. Я покажу, как присоединить к фермуару, как, конечно, плести и как сделать, чтобы сумка правильно закрывалась и получались вот такие боковинки. И если вы досмотрите до конца, вы узнаете, какое количество бусин я использовала для этой сумочки. Плетение сумочки с фермуаром. Есть несколько способов плетения. Некоторые начинают плетение, бусины сразу прикрепляют, некоторые плетут полотно, потом прикрепляют. Некоторые плетут одну часть вместе с дном, затем вторую и все прикрепляют. Сейчас мне пришел один фермуар, я покажу свой вариант плетения. Мне он кажется самым легким и самым быстрым. И в будущем буду показывать еще несколько вариантов. И у меня есть идея сделать сумочку только не из бусин на фермуаре, а из ткани. А как вам такая идея? Фермуар у меня 18 сантиметров. Он открывается на 90 градусов. Бусины я использую 10 миллиметров. И леску я использую 0,5. Многие начинают плетение сразу на фермуаре. Я делаю немного по-другому. Для начала я плету вот такую полоску. И сейчас объясню, какой длины она должна быть. Полоска плетется обыкновенно 3 ряда. И она должна быть у нас вот от края фермуара и до следующего края. Сейчас покажу. Вот эта бусинка должна идти, вот полоски здесь начинаются. И должно хватить до второго края. Можно сделать чуть меньше, но не больше. Если будет чуть меньше, можно будет добавить. Если больше, конечно же, не убрать. Плетем обыкновенная схема узелковой техникой. Я показывала, как это делать, поэтому останавливаться на этом не буду. Я сплела 2 отрезка. Здесь у меня 18 бусин и здесь у меня 3 бусины. Напоминаю, урок по плетению именно самого вот этого полотна. Оставлю ссылку, будет в углу. И сейчас покажу, как прикрепить к фермуару. Беру фермуар, раскрываю его и лицевой стороной вверх. Именно лицевой стороной. И сейчас буду его крепить. Начинать буду вот не с этой стороны, где у меня леска. Здесь, если мне вдруг понадобится, я доплету еще один ряд. А начинать буду вот со стороны, где лески нету. И вот так буду крепить к фермуару. Беру леску примерно метра 2, лучше взять побольше. И с изнаночной стороны, вот с этой, в первое отверстие провожу леску. И теперь леску надо разделить примерно поровну. Вот то, что я отрезала, там 2 метра, надо разделить, чтобы вот. Теперь беру верхнюю леску, вот, которая вышла из фермуара. Беру свое полотно и вот через первую бусину прохожу. Сейчас покажу ближе, что получается. Так, увеличу. Вот. Вот получается первое отверстие в фермуаре. Зашла через бусину. И теперь вот эта леска, которая у нас оказалась наверху. Так, сейчас найду. Так, вот край лески. Теперь мы проходим этой леской не в следующее отверстие, а отверстие, вот если мы так приложим ровно, которое идет за бусиной. У меня получается третье отверстие. Вот. И теперь у меня 2 лески получается на изнаночной стороне. А вот эта первая леска, которая на изнаночной стороне, заходит в эту же бусину, из которой мы только что вышли. Так, нахожу. Вот и сюда. Так, не вижу ничего. Так, не вижу, камера мешает. Так, первый, второй, вот. Так, и
Все это затягиваем. Вот что получилось. Снова у нас одна леска вот здесь, другая здесь. Теперь вот эту верхнюю леску снова пропускаем через следующую бусину. Так, постараюсь показать, чтобы было видно. Одной рукой я тут все держу. Вот через бусину. Смотрим, какая у нас идет следующее отверстие. Вот здесь получается, что у меня даже не вот тут будет первое, все равно, которое оно идет по счету. Главное, что идет следующее за бусиной. Тут даже получается у меня, что даже через два отверстия. Вот я прошла, и задняя леска в это же отверстие у нас идет назад на лицевую сторону. Так, я поверну. Так, это, да, вот. Так, затягиваем все. Вот, и у нас получается все. Так, надо сразу все прижимать. Сейчас прижму, вернусь к вам. Ну вот, и теперь снова получается мы проходим через бусину. И смотрим, какое отверстие идет за бусиной. Вот у меня как раз следующее. Через одну идет за бусиной. Ухожу на заднюю сторону. Теперь задняя леска. Я ее тут зубами хватаю, чтобы сразу. Так, и вот выходит на лицевую сторону. Это, можно сказать, шов, или который применяют сапожники. Вот. И вы видите, как все прикрепляется. Теперь вот эта леска снова идет в бусину. Следующую. Вот сюда. Так, через две прошла случайно. Вот она. И смотрю в фермуаре следующее отверстие. Вот у меня через две дырочки проходит следующее. Получается следующее за бусиной отверстие. Теперь задняя леска у нас идет в это же отверстие. На лицевую сторону выходит. И вот вы видите, у нас все вот так соединяется. И понемногу продолжаем работу. Вот что у меня получается. Постепенно я тут уже дальше подхожу. Теперь у меня снова верхняя леска. Вот я ее через бусину. Вот она. И смотрю в следующее отверстие за бусиной по фермуару. Теперь она у меня выходит на изнаночку. Вот. Затягиваю. И нижнюю леску теперь на лицевую сторону. Через это же отверстие. Вот у меня сюда зашла леска. И отсюда же она выходит вот в это же отверстие на лицевую сторону. И тоже все затягиваю. И снова вот эта леска через бусину в следующее отверстие, задняя леска через заднее отверстие на переднюю часть. И продолжаем. Ну вот, одна сторона у меня почти закончена. Можно сказать, почти все идеально. Вот небольшая здесь волна, но уже как есть. Распускать не буду второй раз. На следующий раз буду делать на одну бусину меньше. И теперь вот это одна леска у нас с этой стороны, другая с этой стороны. Проводим через одно отверстие через фермуар, через бусину и прячем, делаем закрепку в полотне. И также обрабатываем вторую часть. Вот я вывожу на лицевую сторону. Обе лески затягиваю. И теперь через бусины буду проходить и
сделаю где-то закрепки. Так, проходит все. Вот. Помогаю пинцетом себе. Через бусину увожу леску и даю им где-то встретиться, двум лескам, и затем делаем закрепку, как я уже показывала в предыдущих видео. Вот эту увожу сюда. В общем, куда есть возможность, туда и уводим леску и даем им встретиться. И продолжаем работу. Закончила вторую часть, и вы видите, что вторая часть у меня ровная, а не вот такая кривая. Поэтому сейчас буду при вас распускать вот эту сторону и покажу, как это дело исправить. Иногда кажется 2 миллиметра это ничего, но в данном случае вот это сыграло роль. Поэтому сейчас буду распускать все плетение к фермуару. Основное плетение полотно я оставляю и покажу, как прикрепить, чтобы исправить ситуацию, чтобы все было ровно и красиво. Ну что, беру ножницы и все распускаю. Вот прямо вот так. И все это дело все должно быть идеально. И начинаю работу так же, как и в прошлый раз. Пропускаю леску вот в первое отверстие, которое у нас шло. Сейчас распределяю леску, чтобы у меня было примерно посередине. Так, еще чуть-чуть с этой стороны. Вот. И сейчас покажу, как прикрепить полотно. Если по идее полотно надо крепить, вот как мы делали первый вариант, я пропустила леску вот сюда и затем в третью шло отверстие и располагала бусы вот так. Вот отверстие бусин и отверстие в фермуаре. То сейчас вот эти 4 миллиметра, которые мне тут скопились, я сдвину на каждую сторону вот так вот. Не вот так, как должно быть, а сдвину именно в эту сторону. И пойду сразу во вторую. Если это убавлять, вот это, что накапливается на середину, то получается волна. Если это убирать в край, то получается все идеально. Ну вот, я увеличила. Вот у нас первую, и по идее мы сейчас должны попасть в третью. Но мы идем леской во вторую, на изнаночную сторону. Вот. И леску с изнаночной стороны в эту же вторую, во второе отверстие проходим на лицевую сторону. Мы убираем вот эти 2 миллиметра с каждой стороны. Так, мне не видно, чуть-чуть сейчас переверну назад. Вот. И сейчас покажу, что получится. Сейчас затяну. Вот, по идее, у нас должно быть вот сюда идти, в третью. Но мы передвигаем наше плетение не вот так, а вот так оно будет. И теперь вот эту следующую бусину. Так, сейчас я выведу. Сейчас. Вот это плетение, вот эту леску сейчас мы в следующую бусину. Взяла, по-моему, слишком длинную леску. Делаем все точно так же, просто мы немножко сдвигаем плетение. И за счет этого у нас все выровняется. Вот я сдвигаю, видите, на край. И теперь следующая бусина идет по... Следующее отверстие идет по ходу бусины. Следует за бусиной следующее отверстие. И у нас получается, вот я сейчас не вот так плетение, а будет сдвинуто. И эти 2 миллиметра у нас спасают всю ситуацию. Теперь задняя часть, задняя леска снова на переднюю. И еще один совет. Вот, если мы просто оставляем вот эту леску и
заднюю леску прокручиваю, она может здесь скручиваться, и получается такая скрутка некрасивая. Поэтому я отодвигаю и попадаю вот сюда. Так, очень извиняюсь, кто-то там звонит, но пускай звонит. Вот что у нас получается. Снова верхнюю леску пропускаем через следующую бусину. Вот тут придерживаем, чтобы у нас на край все уходило. И смотрим следующее отверстие по ходу бусины. Вот оно. Оно идет чуть-чуть вперед, но это не страшно. Главное, чтобы у нас все было ровно. Идем в то отверстие, которое следует за бусиной. Вот, и вы видите, у меня здесь уже меньше отверстия, вот эти 2 миллиметра. Все исправляют. И продолжаем плетение, как делали до этого. Вот, отодвигаю и прохожу. Так, не попала в отверстие. Вот сюда. Да. Куда вошли одной леской, туда же с другой стороны входим второй леской. Все затягиваем. И вот у меня все получится теперь ровно. И продолжаем плетение. Ну вот я подошла ко второму краю. Сейчас буду закреплять. И вот этот край. И вы посмотрите, насколько ровно все у меня легло. Поэтому вот такой вариант спасает ваше плетение. Все идеально ровно. И теперь у меня осталась леска с плетения. Теперь я пойду вот в эту сторону плести. И чтобы соединить полотно, здесь я добавлю еще один дополнительный крестик. Поэтому начинаю плести и затем вам покажу, как. Вот у нас снова получается новый ряд. Значит, берем 3 бусины. В последнюю мы делаем петлю. И теперь протаскиваем вторую леску. И все затягиваем. Вот что у нас получается. Следующий ряд. Затем снова перетаскиваем леску через нижнюю бусину и плетем до второй стороны. Ну вот, я доплела одну сторону, и теперь здесь вот нам надо сделать один дополнительный крестик. Поэтому я на нижнюю набираю 1 бусину, на верхнюю 2 бусины, и на верхней, вот тут где 2 бусины, делаю петлю. Вот моя петля. Так, сейчас. И протаскиваю вторую леску. Сейчас покажу, что получится. Так, выравниваю свои лески. Так, затягиваю узелок внутрь. И вот у нас дополнительный крестик. Теперь что делаем? Продолжаем плетение. Вот что у нас получается. Теперь получается вот эта леска. Протаскиваем ее через нижнюю бусину. Так, через 1 бусину. Так, сейчас выскочил крестик. У меня неудобно показывать, так как фермуар тянет вниз. Так, сейчас, секундочку. Вот, затяну сначала. Есть. Вот у нас получается вот этот дополнительный крестик. И теперь плетем как обычно. Снова на вот эту леску 2 бусины, так как одна нижняя у нас есть. Снова делаем петлю и перетаскиваем вот эту леску. Так, затягиваем узелок вовнутрь. И вот у нас получается ряд. Так, вот. Все, мы соединили полотно. И продолжаем плетение, как обычно. И вторую часть также соединяем. И вот что у меня получается. Я проплела 5 рядов. Вот считаем по этим бусинам. 1, 2, 3, 4, 5. Проплету еще 5 и вернусь к вам. Возможно, мне этого вполне хватит.
Как вы видите, получается все очень ровненько и все красиво. Ну вот, я сплела 11 рядов. Можно посчитать вот по этим выступающим бусинкам. И теперь буду плести дно. Вот здесь у меня середина бусина, вот эта, которую мы доплетали. Вот я поднимаю вверх, и теперь вот эта бусина, еще 2, и получается вот 2 крайние. Это будет уголок. И я одеваю леску. 2 бусины у меня есть. Мы делаем крестики из 4 бусин. Я еще 2 бусины одеваю, делаю петлю. И теперь все это подношу вот сюда, чтобы перехватить вторую леску, сделать узелок и все затянуть. И, конечно же, узелок в середину. Вот, это у нас уже начинается дно. Теперь вот леска, вот у нас одна бусина, снова через полотно, нижнее через бусину. Вот мы все это дело. Так, чтобы вторую леску нет. Снова у нас 2 бусины, одеваем следующие 2. В принципе, плетем так же, как и основное полотно. Назад, делаем петлю и снова все перетаскиваем, чтобы перехватить вторую леску. У меня сейчас леска длинная, поэтому не совсем удобно вам показывать. И, конечно, узелок в середину. И вот у нас получается дно. Плетем. Чтобы оформить этот угол, здесь у нас уже получается одна бусина вот от этой от верхнего ряда, поэтому у нас получается общее количество 3 бусины. Мы берем леску через вот эту бусину и через вот эту бусину, чтобы у нас образовался угол. И все перетаскиваем. Вот. И теперь у нас остается здесь одна бусина. На верхнюю леску, на рабочую, берем эту одну бусину, одеваем, делаем петлю и переносим все вот сюда и вторую леску. И все затягиваем. Вот. И, конечно, узелок в середину. Первый ряд у нас закончен. Так, не затянула. Вот так. Теперь, чтобы начать следующий ряд, снова леску через вот эту бусину. Получается, 2 бусины у нас есть. И продолжаем плести в другую сторону. Вот, теперь у нас уже вот эта леска будет рабочая. Вот. Она оказалась у нас наверху. Теперь на нее одеваем следующие 2 бусины. Делаем петлю. И подбираем уже вот эту леску. И снова затягиваем узелок в середину. И вот у нас пошел второй ряд. Теперь вот эта леска проходит через нижнее полотно и идем вот таким зигзагом. И работаем дальше. Я сплела дно, и сейчас по бокам нам надо сделать вот такие дополнительные квадратики. Они будут помогать вот это основанию, так скажем, чтобы они правильно закрывались. Вот будет закрываться, и сумочка будет красиво вот здесь укладываться. Поэтому вот на крестике, который у нас вот здесь на вот крестик, и одеваем в нее леску. И теперь на одну сторону берем одну бусину и на вторую сторону одеваем 2 бусины. Делаем петлю и перетаскиваем. Так, сейчас, секунду. Перетаскиваем. Так. Вот сюда крестик. И, конечно, затаскиваем вовнутрь. Вот мы подняли один крестик вверх. Теперь нам надо сделать вот этот
верхнюю часть, крышечку, так скажем. Вот 2 бусины я снова одеваю, делаю петлю, в эту сторону 1 бусину. Вот, и теперь через петлю вторую леску и затягиваю. И, конечно, все вовнутрь. Вот. Это у нас будет боковинка. Теперь получается, здесь 2 бусины у нас есть. Не хватает боковых бусин. Поэтому берем на эту леску 1 бусину. Теперь соединяем с основанием. Так, сейчас. Вот. И на эту бусину также 1 леску. Ой, 1 бусину. На эту леску 1 бусину. Делаем петлю и перетаскиваем вот эту леску. И все затягиваем. Сейчас покажу, что же получилось. Вот у нас получился крестик здесь и крестик вот здесь. И теперь мы можем заправить леску. И вот эта направляющая у нас готова. Вот моя сумочка готова, все сплетено, и теперь можем закрывать. Вот здесь у нас складывается сразу складочка, вот вы видите, и я закрываю. И вот что у меня получается. Здесь у нас все укладывается, и вот такой саквояжик у меня получился. И часто задаваемый вопрос: какое же количество бусин у меня ушло на плетение этой сумки? Вот здесь я сделала расчеты. Число бусин на дно, стороны, боковинки и вот эти направляющие. Общее количество бусин это 1039 штук. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.